Студентка вышла замуж за пожилого бизнесмена, но то, что старик сделал в первую ночь, заставило ее вздрогнуть. Ей было всего 19, когда все изменилось. Стелла родилась и выросла на юге Италии, в живописной деревне среди виноградников, где время текло медленно, а жизнь казалась предсказуемой. Ее семья поколениями владела небольшой винодельней, но времена изменились. Долги, засуха, конкуренция — все навалилось разом. Их дом вот-вот могли отобрать, и тогда отец поставил ее перед невозможным выбором. «Это единственный шанс сохранить все», — тихо сказал он, не поднимая глаз. Стелла не сразу поняла. Но когда пришел адвокат, все стало ясно. Богатый международный инвестор Виктор Марчелли предлагал решение — покрыть все долги, сохранить бизнес и даже обеспечить семье стабильное будущее. В обмен — брак со Стеллой. Не романтическое предложение, не союз сердец, а договор. Виктору было 77. Он владел корпорацией от логистики до искусственного интеллекта и входил в тройку самых влиятельных бизнесменов Юго-Восточной Азии. Контракт был тщательно составлен, переведен на английский и итальянский с участием юристов из Сингапура и Милана. Стелла сопротивлялась. Она плакала, умоляла, кричала, но ее мольбы утонули в тишине финансовых отчетов. В конце концов она согласилась. Не из-за страха, а потому что не видела другого выхода. Рейс до Сингапура был назначен на субботу. Она летела одна. Встреча была роскошной. Личный водитель, люксовый отель. Внимание, но все это казалось не заботой, а театральной постановкой. Вечером перед церемонией ей сказали: «Он очень ждет встречи с вами». И в этот момент сердце сжалось. Неужели все-таки будет брачная ночь, как в старых традициях? Свадьба прошла официально. Присутствовали бизнес-партнеры, чиновники, юристы. Ни одного знакомого для нее лица, ни одного объятия. Виктор был величественен и строг. Он поцеловал ей руку и сказал: «Ты даже красивее, чем на фотографиях». Стелла сдержала дрожь. Позже ее провели по особняку. Комнаты были роскошные, но душные, чужие. Когда она сидела на кровати, услышала стук. Вошел Виктор, сдержанный, с холодной уверенностью. Он сказал тихо: «Сними это. Я хочу видеть то, что принадлежит мне». Стелла подчинилась. Дрожащими пальцами она развязала пояс халата. Виктор медленно приблизился, его дыхание участилось, он почти прикоснулся, и вдруг остановился. Его лицо исказилось, глаза закатились, он упал тяжело и безжизненно. Стелла не сразу поняла, что происходит. Только спустя минуты в крике прислуги и панике охраны стало ясно. У него случился инсульт. Он впал в кому. В ту ночь ничего не произошло, но никто, кроме Стеллы, не знал этого. Через несколько месяцев он умер. Адвокаты вскрыли завещание. Стелла — вдова, официальная наследница. Но один пункт контракта ставил все под сомнение. Если брак не был консумирован, право на наследство терялось. Стелла молчала. Она не хотела ни денег, ни скандалов. Но молчание стало ловушкой. Начались обвинения. СМИ называли ее охотницей за наследством. Семья Виктора подала иск. Но все боялись публично озвучить: если брак не был завершен, значит, Виктор — импотент. А никто из его наследников не хотел этого позора. И тогда появился Даниэль Марчелли, младший сын, выпускник Лондонской школы экономики. Он недавно вернулся из Австралии. Сдержанный, умный, амбициозный. Он захотел правды и приехал в Италию, где Стелла жила в уединении. Поначалу он просто наблюдал.
Видел, как она гуляет одна, как избегает внимания, как держит себя с тихим достоинством. Его интерес рос. Потом он пришел к воротам. «Я не пришел обвинять. Я хочу знать правду». Но Стелла не пустила. Даниэль приходил снова и снова. Разговаривал с охранниками, с соседями, следил за ней как человек, которому действительно важно. И однажды она заговорила. «Что ты хочешь услышать? Что я его соблазнила? Что я манипулировала стариком? Я хочу понять. Кто ты?» — ответил Даниэль. Через несколько дней он нашел в старом доме отца документы. Виктор заранее купил доли винодельни ее семьи через цепочку подставных компаний. Он сам создал ситуацию банкротства, чтобы предложить спасение. Это не был акт доброты. Это был план. Даниэль пришел к Стелле снова и произнес: «Прости меня». За него. За то, что я думал, она кивнула. Между ними что-то зародилось. Тихо, незаметно. Без громких слов, без обещаний, но с новым дыханием жизни. Каждый взгляд, каждое прикосновение Даниэля было осторожным, уважительным, словно он боялся разрушить ее хрупкий покой. Стелла впервые чувствовала, что может быть собой. И именно в этом состоянии уязвимой близости, когда дни текли спокойно, она заметила перемены в себе. Сначала была легкая тошнота по утрам, затем усталость и странная чувствительность к запахам. Она старалась не обращать внимания, списывая все на нервы. Но однажды утром, стоя перед зеркалом, она поняла — это не тревога, это жизнь внутри нее. Стелла была беременна. Ее пальцы дрожали, когда она положила руки на живот. Мысль о ребенке от Даниэля вызывала бурю эмоций. Радость, страх, надежду, панику. Но самой сильной была тревога. По условиям брачного контракта, если она забеременеет в течение года после смерти Виктора, она теряет все — дом, защиту, даже право на молчание, которое так ценила. Она боялась сказать Даниэлю. Не потому, что не доверяла ему, а потому, что боялась, что снова станет источником разрушения, теперь уже в его жизни. Она избегала его взгляда, отдалялась, прятала живот под одеждой, старалась вести себя как обычно. Но Даниэль чувствовал. Он знал ее уже слишком хорошо. В одну из ночей, когда он вернулся и застал ее сидящей в темноте на веранде, он просто сел рядом и тихо спросил: «Ты боишься сказать мне?» Стелла долго молчала, а потом прошептала: «Я беременна». Он не сказал ни слова, только обнял ее крепко, с такой силой, будто хотел защитить не только ее, но и ту жизнь, которая только зарождалась. «Мы справимся», — сказал он. «Теперь ты не одна». Стелла отказалась от большей части наследства. Она оставила только старую винодельню в Италии, землю своей семьи. Они поженились в маленькой деревне. Без камер, без гостей. Только они. «Я выбираю тебя не как вдову, не как наследницу, как женщину, с которой я хочу начать сначала», — сказал Даниэль. «Я твоя по своему выбору», — ответила Стелла. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.